Друзья, всем привет! Сегодня, наконец-таки, разберем одну из наболевших тем, а именно коварные типы сообщений или СМС от бывшей девушки. Точнее, один его вид сегодня разберем. В чем общая суть проблемы? После того, как мужчина обращается ко мне на консультацию, то есть я провожу анализ, мы разрабатываем индивидуальную стратегию, индивидуальные инструменты для коммуникации и взаимодействия вообще с бывшей девушкой. И через какое-то время, соответственно, она выходит на связь. Но выходит она на связь с СМС-ловушкой, на которую мужчины очень часто попадаются. Именно поэтому я решил затронуть эту тему, потому что проблема довольно-таки частая. Чтобы не быть голословным, давайте разберем это на конкретном примере, на конкретном СМС. Привет. Отказаться от тебя мне было очень больно. Каждый момент, когда слышала звук входящего СМС, я очень надеялась, что это ты. Сегодня проснулась и поняла, что когда тебя нет, я не вижу смысла что-либо делать. Постоянная депрессия и очень плохо сплю. Недавно приснилось, что ты писал мне СМС. А на утро проверила сообщение и ничего. Мне очень плохо сейчас. Я не живу полноценно, как привидение. Я не могу без тебя жить. Казалось бы, в чем здесь подвох? Вроде бы длинный СМС. И я всегда говорю, что когда бывшая девушка выходит на связь, после продолжительного или нет времени, то сообщение должно быть длинным. Это будет свидетельствовать о том, что девушка вложилась, когда писала данное сообщение. Но не стоит сбрасывать со счетов и смысл данного сообщения. А именно эти моменты мужчины зачастую и упускают. Потому что смысл и содержание – это тоже очень важно. Я бы даже сказал, что это важнее, чем длина самого сообщения. Если провести аналогию, представь, что тебе подарили подарок. Такую большую здоровенную коробку на день рождения. С привязанным бантом огромным, красным. Да? И ты его открываешь, ты в предвкушении, что там что-то большое, что-то ценное. Ты его открываешь, развязываешь бант, открываешь крышку, а там пустота. То же самое и с подобными сообщениями. Что здесь не так? По сути, если данное сообщение перевести в несколько слов, то получится «я очень сильно скучаю». То есть это один большой пинг. Отвечать ли на пинг? Ну, конечно же, нет. Потому что у женщины всегда присутствуют моменты, когда твой плохой вот этот образ, навязчивый, когда тебя много, он забывается. И тот образ идеальный, когда у вас все было хорошо, он начинает потихонечку проявляться в памяти. Когда ей одиноко, грустно. И именно в эти моменты она может нам написать. Но мы-то с тобой будем смотреть на контекст. Что мы здесь видим? Мы видим здесь действие? Нет, не видим. Женщина описывает свое состояние, свое самочувствие. Что ей плохо, да, что вот я проснулась, я не вижу смысла, я проверил сообщение, я не живу, я не могу. То есть я. Да, сообщение пропитано эгоцентризмом. Здесь даже нет обращения к тебе, нет никаких вопросов, нет никакого призыва. По сути, нам здесь не на что отвечать. Это просто диалог сам с собой, на самом-то деле. Риторика данного сообщения, она скорее здесь направлена на проявление нашей инициативы, а должно быть наоборот. То есть она описывает свое состояние здесь, как ей плохо, а мы еще должны предложить ей встретиться и успокоить ее. Вон оно как. Вкупе с тем, что мужчина не занижал значимость, находился в таком постоянном состоянии ждуна, естественно, он попадается на подобную ловушку. СМС-ка длинная, видно, что девушка страдает. А что еще нужно для зависимого мужчины, который ждет? Ему этого достаточно для того, чтобы ответить. Но будет ли это являться полноценной инверсией доминирования? То есть мы можем занять полноценно сильную позицию, ведь женщина ушла. Почему? Потому что мы дали слабину. Мы не доминировали в отношениях. И да, зачастую после получения подобного СМС отношения на время возобновляются, но лишь на время. Почему? Потому что полноценной инверсии доминирования не произошло. Женщина как была в сильной позиции,
так она и осталась. И это читается между строк. Она даже не обращается к нам. Она проводит внутренний монолог всего лишь. Поэтому потенциально сильную позицию в будущем он занять не сможет. И женщина через месяц-два снова его бросает. Исходя из этого, на что стоит обращать внимание, когда ты получаешь СМС от бывшей девушки? Длина сообщения. Важно? Важно. Но не просто монолог о том, как ей плохо, как она страдает. Да, и что нам с этим сообщением делать? Посочувствовать? Нас это не интересует. Нас должно интересовать действие. Мы не смотрим на слова, мы смотрим на действия. Правильно, СМС от бывшей девушки должно иметь какой-то смысл, иметь какое-то содержание. А именно, первое, это извинение. Извини, я была не права, я поступила неправильно. Например, это обещание, я исправлюсь, я постараюсь и так далее. И вторая важная мысль – это, собственно, призыв к действию. Давай поговорим, давай встретимся, давай увидимся. Это правильное СМС, на которое мы можем как-то отреагировать, либо нет. Тут уже зависит от ситуации, потому что я часто рекомендую в каких-то случаях на первый СМС не отвечать, подождать еще и так далее. То есть здесь все индивидуально. Но здесь мы уже видим, что это адресовано нам, что нас призывают наладить отношения, а именно извинения, обещания, призывы к действию, а именно поговорить, встретиться, созвониться. Я думаю, разницу ты уловил. И даже в этом случае, если ты не готов, если ты не понижал значимость, неправильно напишешь, неправильной интонацией скажешь, женщина почувствует, что она ценна для тебя, что ты ждал ее все это время. И она может легко сказать: извини, там завтра у меня не получится, давай перенесем. Все. Поэтому, зная типаж женщины, темперамент, проблемная, непроблемная, здесь уже можно шаг за шагом составить индивидуальную стратегию, по которой легко можно вывести женщину навстречу, при этом сохранив и обозначив свою доминирующую позицию. То есть правильно произвести инверсию доминирования. И в дальнейшем уже смотреть, что она нам скажет, и принимать решение о возобновлении отношений и о том, чтобы дать девушке второй шанс. Либо не давать его. Друзья, жду ваших историй в комментариях и до следующих видео.